Друзья, приветствую вас на канале Русториас, где мы продолжаем изучать русский язык по коротким увлекательным рассказам. Сегодня я прочитаю вам рассказ про историю тенниса. Итак, давайте разберемся, с чего же все началось. Поехали! Такой удивительный и драматичный вид большого спорта, как теннис, имеет немало интересных фактов. Например, происхождение названия или странная специфика ведения счета. История тенниса начинается в средневековой Франции примерно в XII-XIII веках. Мало кто знает, что прародительницей популярной игры, получившей колоссальное признание во всем мире, была простая забава французских монахов под названием «Jeu de paume», что в переводе означает «игра ладонью». Своеобразная система ведения счета 15, 30, 40 до сих пор удивляет большинство любителей спорта. Сегодня существует несколько версий его происхождения. Само название игры теннис образовалось в английском языке от французского глагола «tenir», означающего «держите». Это слово подающий игрок выкрикивал, совершая бросок. Став со временем названием популярного вида спорта, слово вернулось во французский язык уже в новом качестве. Особенности счета также имеют французские корни. Монахи, играя в «Jeu de paume», перебрасывали мяч через веревку рукой в просторных деревянных амбарах или на открытых площадках. Расстояние до разделительной веревки для каждого игрока составляло 60 пье, что примерно было равно 60 английским футам. На игровое поле наносилась разметка на 15, 30, 40 пье. Каждый успешный розыгрыш давал спортсмену преимущество перед противником, позволяя перейти на линию, расположенную ближе к центральной границе. Отметка 40 не позволяла подойти к веревке слишком близко. Поэтому игра была более зрелищной. Со временем теннис эволюционировал, и мяч стали подавать перчаткой. Ракетки, делающие подачу мощной и стремительной, появились позже. Вместе с ними правила перемещения игроков на поле отменились, а счет остался. К XVII веку масштабы популярности игры достигли апогея. Только в Париже в этот период насчитывалось около 1800 теннисных кортов. Путешествующего по миру английского писателя Роберта Даллингтона настолько поразило повальное увлечение этим видом спорта, что в своей книге «Впечатления о Франции» он написал: «Французы рождаются с ракеткой в руке». Англичане того времени считали теннис пустой тратой времени и презирали его, как и все французское. Погружаясь в историю тенниса, можно найти и другие версии происхождения ступенчатого счета. Так,
Например, некоторые полагают, что в игре ЖДПАМ ставка равнялась 1 ЭКЮ, являющемуся денежной монетой Франции в период с 13 по 18 века. ЭКЮ, состоявший из 60 су, присуждался лидирующему в гейме игроку. За каждый из 4 успешных розыгрышей спортсмену причиталось по 15 су. За третью победу присуждалось 40 су, а не 45, потому что прокричать с трибуны эту цифру было проще. Эксперты считают эту теорию сомнительной, поскольку теннисисты в конце игры зарабатывали бы целое состояние. Сегодня французы считают единственно верной теорию о разделении поля линиями, а все остальное – неподкрепленными достоверными фактами. В современном теннисе эти цифры не отражают набор очков, а лишь показывают, кто из участников находится ближе к победе. Вот такая запутанная история, друзья. Очень надеюсь, что вы с ней справились. А у меня на сегодня все. Буду очень рад вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали, и не пропускайте следующие выпуски. Огромной вам удачи и пока!